Всем привет, это Санек. Если вы со мной не знакомы, то я являюсь Этернусом 6, удерживаю топ-1 региона и играю за команду Абрахамс. Последний патч серьезно изменил мету, но один герой по-прежнему остается имбой. Видимо, Йоши не особо хочет его нерфить. Речь, конечно, про Винатора. У него есть огромный урон, он очень быстро фармит и чуть ли не ваншотит героев на всех стадиях игры. Винатор это керри герой, соответственно ориентируйтесь по игре на свой фарм. Без предметов вы не сможете так же сильно заимпактить. После лайнинга качаетесь, по возможности подключайтесь в файты, куда вы можете быстро добраться и принести там пользу. Учитывайте, что герой медленный, а время просто так терять не хочется. По возможности ломайте волкеров, потому что герой с этим справляется достаточно быстро. Играем мы через дробовик и милишку, это самый сильный билд на Винатора на данный момент. Способности у нашего героя наносят ган дэмэдж и чистый урон. Чистый урон на спеллах повышается с вашим уровнем, а вот ган дэмэдж скелится от вашего урона с оружием. Герой медленный, нет мумента билок, но это компенсируется большим объемом хп. Из-за низкого мувспида и того, как работают наши способности, Винатору не очень нравится играть на открытых пространствах. Капканы ломают, враги каятят, застанить тяжело, стен рядом нет, гранаты легко промазать, поэтому старайтесь драться в помещениях, в вейлах, в любых закрытых пространствах. Дополнительно хочу акцентировать внимание именно на закрытых пространствах, потому что в них Винатор может рубиться сразу с несколькими врагами, так как у него есть стан дробовика, после этого есть милишка на огромный урон, а также АОЕ урон с гранаты. Раскачку и предметы вы видите сейчас на своем экране, подробнее расскажу далее. Опять же, рассказывать, сколько урона какой спелл наносит, я не буду, вместо этого пройдемся по ключевым аспектам. Гранаты. Несмотря на то, что билд у нас милишный и мы будем играть от дробовика, гранаты в моих играх это топ-1 источник урона. Поэтому на гранаты мы в дальнейшем купим пару важных предметов, чтобы выжать из этого спелла максимум. Не забудем также и то, что горение снижает хил врага. С прокачкой в 5 поинтов это целых 50% лечения. Попадать ей сначала может быть непросто, но со временем вы научитесь. Сейчас покажу вам, как проще попадать гранатой в игре. Представим ситуацию, что мы хотим попасть по этому герою. Не старайтесь попасть прямо в него гранатой, потому что она может пролететь мимо, и вы промахнетесь. Кидайте просто ее под ноги, и АОЕ взрыва, скорее всего, заденет этого героя. Также гранатку можно закидывать рикошетом. Допустим, человек стоит в шопе, кинули ему рикошетом гранатку и попали. Дробовик. В нашем билде это ключевая билка, потому что его выстрел отталкивает врага, и при ударе об стенку он станется. Это дает нам возможность безнаказанно его ударить. Изначально это будет гарантированный лайт удар, а с прокачкой в 2 у нас увеличивается длительность стана, благодаря этому мы можем давать хэви мили и нас не запарят. Плюсом также снижается кулдаун на 10 секунд, это почти в 2 раза. Поэтому прокачка дробовика в 2 это наш пауэрспайк на линии. Когда мы прокачиваем дробовик в 3, мы получаем освещенный хэвик после стана врага. То есть наши хэви мили наносят дополнительный чистый урон. Это очень сильно, так что сразу максимум, не задумываясь. Капканы. Особо про них рассказать нечего, просто важно понимать, как их правильно ставить. Не старайтесь как кинуть капкан вот так, его просто сломают с одной пули. Старайтесь всегда занять какую-то угловую позицию, кинуть капкан за угол, чтобы, допустим, вот я враг, иду в вас, стреляю по вам, вижу капкан, мне приходится менять таргет на него, я уже не ношу урон по вам. Но вообще, скорее всего, я просто зайду в вас и попаду в него, потому что его не видно из-за угла. Или рассмотрим ситуацию в каком-нибудь проходе. Не старайтесь поставить капкан вот так, потому что его всегда сломают, у вас пойдут его увидят, дадут всего лишь одну пульку, забегут, будут стрелять. Поставили вот так за угол, вот я иду отсюда. Даже если я вижу этот капкан, у меня нет выбора, как его сломать. Я должен зайти прямо вовнутрь. И это уже выгодная ситуация для нас. В целом, вот представим, да, что я захожу. Буду стрелять по этому капкану. И я с этой, ну вот я на Винаторе с этой позиции просто дам дробовик, заряжу хэви. То есть капканы за углом это всегда выгодно, даже если враг о нем знает. Также, когда вы фармите, не забывайте пользоваться капканами. Просто кидайте их на проход, даже если враг сломает, это все равно даст вам какой-то звук выстрела, какое-то время, и вы, скорее всего, с более долей вероятности сможете выжить. Капканы на мидбоссе это отдельная тема, сейчас покажу вам пару интересных мест. Начнем вот с этого, кидаем капкан вот сюда примерно, неважно прям конкретная позиция. Представим ситуацию, что враг спускается отсюда. Он этот капкан, конечно, видит, но сломать его не может. Здесь стоят враги, по нему стреляют. Вот этот капкан он уже никак не сломает, да, по сути, тяжело. Сюда пойдет, попадет в него. То есть капкан такой. Скорее всего, враг в него попадет. Второй капкан находится у нас в этом вейле. Не кидайте его просто вот так, потому что его видно сквозь вейл, и его сломают. Представим ситуацию, что вот мы стоим, контестим реджув. То есть враги бьют мидбосса, мы закидываем их гранатами, стреляем. И в это время мы ставим под себя вот такие капканы для сейва. Вот враг отсюда заходит. Капкан этот не видно, начинает видеть уже только после захода, поэтому скорее всего он в этот капкан попадет. Также не забывайте использовать капканы, когда бьете мидбосса. Допустим, представили ситуацию, вот запрыгнули сюда, дали капкан, если враги могут пойти из того вейла, кидаем туда. Это очень важно, типа, очень большой шанс вероятности того, что кто-то попадет в него. На контесте самого реджува, вот представим, добили мидбосса, реджув падает, не стесняйтесь кидать капканы просто в пит, потому что
Когда капкан еще не раскрыт, его враг не сможет сломать. Его можно ломать только когда он раскрылся. А когда он раскрылся, враг сразу же в него попадет. Поэтому вот представляем, режув падает, кидаем туда капканы, и скорее всего кто-то в него попадет. Также не забывайте, что во время того, как человек находится в капкане, он может вас запэрить. Капкан это не стан, а просто рут. Арбалет. Мощная обилка, но очень большой кулдаун. Полезно, чтобы добить кого-то на расстоянии. Не забывайте, что во время применения арбалета вы не можете стрелять гранатами. Максимум в третью очередь после гранат. По итогу прокачка получается такая. Максим дробовик, потом гранаты, потом максим арбалет. В последнюю очередь максим капканы. Все очень просто. Сейчас покажу прокаст, которым будем пользоваться всю игру и убивать героев. Начинается он с капкана, потом стан, потом милишка и потом граната. Капкан, стан, милишка, граната. Человек выходит со стана и сразу же попадает в капкан. Нажимаем все именно в таком порядке, потому что в ином случае нас могут запэрить. Допустим, нажали 2-3, милишка. Если мы будем бить, допустим, вот с такого расстояния, человек успеет выйти из стана и запэрит нас. Поэтому прокаст в виде 3-2 это более безопасно. Все слышали, что в Deadlock скоро добавят скины и, возможно, Battle Pass. Чтобы не терять деньги на скрытой комиссии при пополнении Steam, закидывай средства на баланс через FZ Shop, сервис с гарантией. Здесь комиссия составляет всего 6,5%, а на счет придет ровно столько, сколько обещано. Также на сайте есть возможность пополнения баланса в других играх. Пользуйтесь FZ Shop и не платите лишнего. Предметы. Как я уже говорил, чем больше у нас урона от оружия, тем больше наносит урона наши способности. Закупаемся слева направо. По итогу всей первой строки вы получите 4800 инвестов в зеленый столбец, и у вас будет примерно 2400 хп. На данном этапе это очень много. Первым предметом покупаю экстра реген, потому что это усиляет нашу линию. У нас герои любят поразмениваться, нажать второй, да, подраться, поэтому реген никогда не будет лишним. Next item Close Quarters. Это усиляет нашу линию, добавляет целых 20% дэмэджа. Мы получаем также 20% мили резиста. Наш герой дерется вблизи, скорее всего мы будем получать милишки рано или поздно. Это тоже небольшой баф. В суперлейте продадим этот предмет, потому что иначе нам не хватит места. Миличаж мы покупаем, потому что мы берем второй спел в 2, и это позволяет гарантированно бить мили и не запэриться. Также этот предмет позволяет нам гораздо быстрее фармить, потому что мы фармим в основном через милишку, и это дает гораздо больше урона. Мы тратим гораздо меньше времени. Сейчас покажу, как фармить эншей гораздо быстрее. Встаем вот так, примерно посередине этого энша, камеру чуть правее него, и просто бьем милишку, и мы задеваем сразу 3 эншей. Фармить так можно не всех эншей на карте, сейчас покажу вам, как фармить другие кемпы. На этом кемпе расположены крипы чуть дальше, поэтому мы не можем бить сразу по троим. Здесь бьем двоих, вот так милишкой, да, допустим, и стреляем по третьему с гана. И так это самый быстрый способ фарма крипов. Этот кемп Винатор не особо любит фармить, потому что крипы расположены далеко друг от друга, и мы не можем ударить даже по 2 крипам. Поэтому старайтесь этот кемп избегать, фармить его редко, либо когда у вас есть 20-30 тысяч в кармане, что у нас есть огромный ган-дэмэдж, чтобы мы быстро смогли убить этих крипов просто с ганом. После мили-чаржа мы берем мили-лайфстил, потому что мы часто даем милишки под второй спел, и это хороший хил на линии. Покупаем монстры с выходом в культист. По таймингу у нас уже примерно 8 минута, и можно съесть сразу же инша. Еще одна причина, почему я беру культист, а не другой предмет за 3200, это потому что у нас есть очень сильные скиллпоинты, и нам нужно добраться до них как можно быстрее. Так что, по моему мнению, это самый сильный предмет на этом тайминге за эти деньги. Покупаем фортитуду. Это поможет нам добить инвестмент в 4800 голды в Vitality, и на данном этапе мы будем иметь 2400 хп, что позволит нам играть более агрессивно, нас будет гораздо тяжелее загангать, а также мы сможем похилиться после файта. Слоинг буллицы покупаем, потому что дают урон, замедляют врага. Позже мы их хапнем в слона, так как слон это отличный предмет для Винатора, он дает нам 40% урона от гана и 20% статус резиста. Единственная проблема это дебаф на стамину и мувспид, но это компенсируем тапком. Тапок покупаем перед слоном, потому что иначе мувспида вообще не будет. Берем баллистик, вешаем его на гранаты, это плюс радиус на нашу топовую билку, то есть наносить урона будем больше, а еще за каждого задетого врага плюс 20% урона. В целом в файте реально задеть 5 врагов и получить 100% дэмэджа, такое бывает нередко. Бонус на 14 секунд это прям очень круто. Если на этом моменте у нас закончились слоты, мы продаем сначала пластырь, потом мили лайфстил и потом close quarters. Обязательно соблюдайте эту последовательность. Recharge rush в основном для гранат. Кидаем гранату во врага, она попадает и наносит урон. Сразу же появляется новый заряд. Главное, не прокайте предмет до того, как выкинете гранату, иначе предмет уйдет в КД, а гранату вы не получите. Батарейка. Покупаем ее для гранат и капканов. На данном этапе имеем уже 3 гранаты, так как у нас есть еще и Recharge rush. Warpstone. Покупаю, потому что
наш герой не мобильный, этот предмет позволяет вам убежать из файта, возможно зацепить врага. Также это инвест в хп и приятный эффект на 30% будет резиста против ган-героев. Берем Duration, это еще более долгий стан дробовика, и даже если у врага будет какой-нибудь статус резист, мы не запаримся. Также это длительность капкана, длительность гранат, длительность ульты. Если мы в лейте будем покупать Metal Skin, Unstoppable, Vampiric Burst, это все будет также длиться дольше. Далее мы берем резист. Практически всегда я беру бадик на магию, но если есть какая-то игра, где спирит урона нет вообще, то есть смысл скипнуть этот предмет, либо купить Metal Skin, или Bullet Resist. Glass Cannon. Уже объяснял, это куча дэмэджа для гана и для наших обилок. Апаю батарейку в Rapid Recharge, потому что в лейте гранаты это наша основная обилка. Также позволяет иметь больше капканов. Vampiric Burst покупаем, потому что отлично комбинируется с нашими спеллами и ганом. Если в файте попадем станом и гранаткой под одному-двум героям, захилимся на 2000 хп. Также продаем Recharge Rush, чтобы купить этот предмет. Когда у нас закончились слоты, я в основном продаю культист и покупаю Unstoppable, потому что в лейте все решается на мидбоссе. Благодаря Unstoppable мы сможем забрать больше реджувов и выиграть файт. Также Unstoppable очень хорош, потому что в нашем билде есть Superior Duration, и Unstoppable будет работать дольше. Переходим к лайнингу. На лайне мы стараемся побольше добивать крипов, играем по возможности в вейле. Также старайтесь выбирать закрытую позицию, чтобы можно было подстанить врага. Не забываем фармить кемпы и коробки. На Винаторе особенно важно сражаться за маленький кемп, даже если он вражеский, потому что это закрытое пространство, и с нашим станом мы сможем убить врага. Наш пауэрспайк на линии это стан в 2, так как он нам позволяет гарантированно наносить хэвик, и вместе с миличаржем это гораздо больше урона. Наш винкондишн на лайне это подцепить кого-то вторым спеллом, пробить его с милишки, с гранаты и убить вместе с тиммейтом. После этого ломайте тавер. В целом по лайну это основные моменты. Если хотите узнать подробнее, заходите ко мне на Twitch, стримлю почти каждый день. В этом патче играю на Винаторе очень часто, задавайте вопросы, стараюсь на них отвечать. Мидгейм. После лейнинга желательно занять какой-то соло-сайт, чтобы пофармить там и пушить Волкера. Волкер очень бодро ломается милишками, ведь у нас увеличенный урон от хэвика и есть миличарж. По поводу того, как мы ломаем Волкера, это подходим, байтим на стомп, после чего бьем милишки. По возможности, конечно, подключайтесь к команде. Не забывайте, что у вас герой медленный, поэтому за загул вас можно легко наказать. Ну и бегать по карте просто так туда-сюда тоже не получится, слишком много времени потеряете. Из-за этого макро может быть сначала неочевидным, тут нужно понимание игры и опыт именно на Винаторе, практикуйтесь. Зацепить кого-то на сайде и убить 1x1 достаточно тяжеловато, потому что у нас не такой герой. Если чел не подставится, то мы скорее всего просто потеряем время или даже умрем. Так что для фрагов на таком этапе желательно либо колить кого-то из тиммейтов, либо приходить уже в начатые драки. Когда есть предметы и чувствуете силу, можете уже колить тиммейтов подраться за какой-то объектив, урна или волкер. Главное, чтобы это была выгодная драка. В идеале нам в драке подключаться в крысу. Зайти, застанить кого-то быстро заберсить. Но такое случается редко, поэтому просто старайтесь не подставляться на открытых пространствах, чтобы вас не или не убивали со всех сторон. Переходим в лейт. Ваша цель в лейт-гейме это также драться с командой. Старайтесь колить, потому что вы керри. Если не будете колить по игре, то не удивляйтесь, что тиммейты 0.20 фидят от врага. Форсите выгодные драки, когда враги подставляются и вы чувствуете силу. Оттягивайте тиммейтов от очевидного фида. Также в лейте особенно важную роль играет мидбосс, потому что наш герой очень сильный в пите. Винатор может на мидбоссе выиграть игру в соло. Тут враги постоянно кучкуются, благодаря чему они дамажат за гранат и настакивается баллистик. Их легко можно подстанить под спускающийся реджув, поймать капкан за углом или вейлом. Короче, мидбосс это прям отличная тема для Винатора. Также покажу, как правильно контестить реджув на Винаторе. Вот представим ситуацию, что реджув падает. В этот момент мы должны стоять где-то из вейла, отстреливаться, да? Мы не должны стоять в пите, потому что нас достаточно легко убить. Стоим, стреляем, там закидываем гранаты, трапы, да, кидаем трапы в реджув. Вот реджув падает. Сразу же не прыгаем в него, не бьем, не пэрим, ждем пока он полностью упадет, закидываем гранатки, и в момент, когда он полностью падает, подходим, нажимаем второй и бьем хэймили об него. Ну и финальное, что еще раз хочу повторить, не забывайте колить команду, это огромная часть победы. Качайте понимание макро, качайте стрельбу, мувмент, и тогда на Винаторе и других героях вы спокойно сможете апнуться. Постарался охватить все ключевые моменты, если остались вопросы, задавайте прямо тут в комментариях или заходите на Twitch. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, билд на Винатора будет выложен именно туда. До встречи!